Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как же правильно избавляться от старых вещей, чтобы они не принесли в вашей жизни беды и проблемы. Далее, друзья, более детально в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы знаете, когда мы сталкиваемся с какими-то неприятностями, бедами, проблемами, мы склонны, к сожалению, винить во всех своих бедах обстоятельствах или еще хуже других людей. Но, вы знаете, очень часто причина наших проблем, наших неурядиц заключается не в людях, а в обычных вещах, которые мы так бережно, годами храним у себя дома. Поэтому лучше от таких вещей как можно быстрее избавиться. Но сделать, конечно же, это нужно правильно. Для того, чтобы предотвратить проблемы, и тем самым вы сможете повлиять на свою судьбу, если избавитесь от старых и ненужных вещей и предметов. И вы знаете, вы должны понимать о том, что когда вы очищаете окружающее вас пространство, вы тем самым улучшаете свою жизнь. Разбираясь в вещах, вы тем самым, не спеша, шаг за шагом, разбираетесь и со старыми проблемами. Вы знаете, существует закон изобилия, который говорит нам о том, что чтобы пришло что-то новое в нашу жизнь, для начала нужно избавиться от всего старого. И Вселенная не найдет места для новых вещей, если ваш дом забит старыми вещами и предметами. Всевозможные ненужности, хлам в доме и привязанность к этим вещам, вы знаете, это уже самопрограммирование на нищету. У каждого из нас могут найтись вещи, которые просто лежат мертвым грузом, и мы ними не пользуемся, вот по разным причинам, но и с другой стороны нам сложно их отдать, продать или с кем-то поделиться. При этом ничего нового, к сожалению, и не появляется в нашей жизни. Дело в том, что Вселенная, высшие силы видят, что у вас и так всего много есть. Есть и обшарпанные кресла, сломанная машинка, полный шкаф с колотой посуды. Возникает вопрос, а зачем вам что-то еще? У вас же это все есть вдоволь. Зачем вам все это новое? Вы должны понимать, что помимо прочего, старые вещи еще и захламляют пространство и не дают энергии жизни свободно циркулировать в вашем доме. А это приводит к тому, что в квартире скапливается определенный негатив. Это не просто негатив, это разрушительная сильная энергия, которая, откликаясь проблемами со здоровьем, с депрессией, с ленью, появляются какие-то проблемы, недомолвки и так далее. Поэтому, если вы хотите что-то поменять в своей жизни, а вы, если смотрите это видео, вы точно хотите что-то менять в своей жизни. Возможно, вы не можете найти ответ на этот вопрос по разным причинам. Начните с малого. Избавляясь от старых вещей и их негативной энергетики, вы впускаете тем самым в дом счастья, изобилия, процветания и удачи. Так как же правильно избавляться от старых вещей? Для начала разберите полки с книгами, потому что книжки, они также обладают ценностью. Тот же антиквариат или просто любимые книги вы, конечно же, можете оставить. Остальные необходимо отсортировать и, например, передать в библиотеке, сдать на реализацию или подарить знакомым. Или оставьте возле мусорных баков. Если есть книжки, которые у вас немножко надорваны или порваны, вспомните, как когда-то в школе мы лечили наши книги. Возьмите и займитесь. Для этого возьмите клей, бумагу, скотч, заклейте, приведите книги в порядок. Потому что полки с книгами, они также имеют очень важное значение для нас. Помните об этом. Также наведите порядок и в ваших семейных архивах.
Не у каждого человека поднимается рука выкинуть какие-то там детские рисуночки, фотографии, рукописи или даже видеокассета. Но мы с вами живем в современном мире, и все памятные вещи сегодня можно оцифровать и поместить на электронный носитель, на ту же флешку, жесткий диск или ноутбук. Сделайте ревизию и возьмите, сохраните это все на цифровом носителе. Да, вы потратите время, но после этого вы в любой момент всегда можете взять флешку, вставить в ноутбук, в телевизор и посмотреть какие-то хорошие, добрые моменты. Кроме того, у вас есть время для того, чтобы рассортировать ваш семейный архив. Обязательно разберитесь и со старой мебелью. Тут вариантов, конечно, немного. Либо продать, либо отдать, либо обновив, подарив старому дивану вторую жизнь. Но прежде чем выносить мебель из своего дома, поинтересуйтесь ценностью такой мебели. Не исключено, что, например, старая люстра может принести вам немало денег, а вот старинная картина окажется уникальной находкой для коллекционеров. Поэтому обязательно подумайте. Кроме того, сейчас есть фирмы, которые могут восстанавливать, например, мягкую мебель. Вы им просто говорите, что вы хотите сделать. Да, это стоит денег, хотя в интернете очень много всевозможных мастер-классов, с помощью которых вы также сами можете восстановить, начиная от мебели и заканчивая что-то из декора. Если вы решили что-то выбросить, и вы знаете, что это, возможно, будет раритетным, то попробуйте продать через социальные сети или через различные платформы. Благо, они сейчас есть с разной направленностью, поэтому попробуйте это еще материализовать в деньги. Ничего здесь страшного и кошмарного нет. Главное здесь ваше желание распрощаться со старьем. Да, возможно, у вас какие-то есть воспоминания, хорошие, плохие, но они есть. Но вы помните о том, что как только вы держите воспоминания, а не живете настоящим, не думаете о будущем, то ни к чему хорошему это все не приводит. Потому что тот человек, который зацикливается на прошлом, он перестает развиваться и двигаться вперед. Знаете, он остается в прошлом, и потом возникает у него конфликт уже в настоящем и в будущем. Потому что люди, как правило, стремятся к лучшему, в современному, более интересному и так далее. Что еще нужно сделать? Обязательно проведите ревизию на балконе, в кладовке, в шкафах, на чердаке. Сложите все вещи в одну комнату и отсортируйте по принципу «мне это нужно», возможно, мне еще это пригодится, или вот это на выброс. Избавляйтесь от любого хлама, не задумываясь. Конечно же, вы должны понимать о том, что, возможно, вы на балконе годами хранили какие-то вещи с надеждой о том, что это когда-то, возможно, мне пригодится. Вы знаете, если вам до этого момента вы не доставали и не пользовались, то, скорее всего, в ближайшие год, два, три вам также эти вещи не понадобятся. Кроме того, если вы живете в частном доме, зайдите на чердак, сделайте там также уборку. Кроме того, заодно и посмотрите, что у вас вообще происходит на чердаке. Вы знаете, к списку вещей на выброс обязательно можно добавить еще и сколотую посуду и сломанную технику. И вот именно этому точно не место в вашем доме, потому что сломанная техника это уже несет энергию разрушения. Вам это точно не надо. Если вы ее можете починить, отдайте в сервисный центр, пусть ее починят и вы будете пользоваться. Если вы ней не пользуетесь, а вот так она у вас лежит грузом, то ей не место в вашем доме. Помните об этом. Также обращаем ваше внимание, что, возможно, у вас есть какая-то старая одежда, дорогие вещи, которые давно лежат без дела. Постирайте их, погладьте и отнесите, например, в магазины, которые продают бэушную одежду. Как вариант, продайте через какие-то интернет-площадки, потому что таким образом вы очищаете вот свою карму и тем самым вы привлекаете удачу в свою жизнь. Друзья, не стоит в доме скапливать много негативной энергетики.
Причин тому может быть достаточно много, но главное всегда считается залежи ваших старых вещей. Все, что давно сломалось, вышло из строя или навевает какие-то отрицательные эмоции, не нужно хранить, потому что это опасно. Даже когда у вас всю жизнь все прекрасно, все хорошо, периодически важно устраивать небольшую ревизию. Даже если вам нравятся все вещи, но вы покупаете новые вещи, все равно возьмите себе за правило, 2 купили, одну отдали или подарили или продали. Не разрешайте, чтобы в вашей жизни застаивалась энергия, потому что когда начинает застаиваться, она несет определенный негатив и разрушение в вашу жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, и мы с вами уже услышимся буквально в следующем видео.